Привет! Этот расклад для вас на картах Ленорман, лиловые сумерки. Мы посмотрим ваши отношения. Актуально в тот момент, когда вы нажали посмотреть. И тема такая. Последнее, что он думал о вас сегодня, в момент тот, который вы нажали посмотреть. Последнее, что мужчина о вас думал сегодня, ваше сегодня. Поэтому это гадание онлайн. Ваше сегодня уникальное. Вы нашли этот расклад именно в тот момент, когда вам нужно услышать, что он о вас думал сегодня. Я возьму для начала 3 карты. Они будут сигнификаторами его чувств к вам и его мыслей. А потом мы на основе того, что мы будем видеть, мы еще будем смотреть. Я буду брать много дополнительных карт, а вначале пока вот эти карты. Во-первых, он думал о вас очень хорошо. Он думал, что он вас любит. Это ключевая карта. Это ключ-карта. Говорит о том, что он говорил, что вот эта женщина моей мечты, я уже определился, я не буду больше сомневаться, я не буду больше искать никого, я ее люблю. Вот так он о вас думал. Что он еще думал о вас? Очень хочет встретиться. Карта коса говорит, что очень хочет встретиться. Коса здесь урожайная. Именно в этой колоде. То есть он планирует встречу с вами и горит желанием встретиться. Время пришло встретиться. Говорит, давно не виделся, соскучился, хочет встретиться. И что он еще думал о вас сегодня? Посмотрите, что он вам лучший друг. Он хочет вам оказать какую-то помощь, может быть, услугу. Он думал о вас как о лучшем друге. Также помощник. Карта собака – это помощник. Он ваш помощник. Он говорил, как я могу помочь моей любимой, что я еще хочу для нее сделать, как я хочу ее обрадовать. Собака – это когда верность есть. Может быть, вы поссорились. Карта коса тоже может означать острая ситуация, острые какие-то, может быть, разговоры у вас были. Я буду давать варианты. В одном варианте вы себя узнаете. Если вы поссорились, может быть, недопонимание было у вас. Так, вот здесь карта собака говорит, что он жалеет о том, что сказал. И он хотел бы исправить то, что он сказал, может быть, не обдумав. Вас любит, хотел бы с вами встретиться и сказать, что он вас любит и жалеет о том, что был острый разговор у вас, может быть. Карта собака говорит о его очень нежных чувствах к вам, и он даже готов жизнь отдать за вас. Вот собака – это тот, кто служит вам. Он хочет сделать для вас все, чтобы вы были счастливы, вам с ним было комфортно. Он хочет сделать все возможное, чтобы вам с ним было комфортно. Последнее, что он думал о вас сегодня, что очень хочет встретиться, соскучился. Если проиграется с некоторыми девочками, кто в ссоре, карта коса, то так он выйдет на связь и помирится. Он уже выбрал вас, вот по карте. Видите, здесь ключ к двери. То есть он нашел ключик к счастью. Он нашел возможность уже с вами быть вместе. Он решил какие-то, может быть, проблемы, которые вам мешали. Может быть, были третьи лица задействованы или еще какие-то обстоятельства. Он уже решил все эти проблемы и очень вас страстно любит. А вас сегодня, в тот момент, когда вы нажали посмотреть, он думал страстно. Это карта медведь. Думал о том, что желает с вами быть, соскучился, хочет обнять вас. Такие медвежьи обнимашки, да. Мое никому не отдам. Вот так о вас думал. И тоже карта собака говорит, что очень нежно к вам относится. Очень-очень нежно к вам относится. Между некоторыми девочками, кто сейчас смотрит, есть какие-то препятствия, да, у вас могут быть препятствия. То есть это могут быть третьи лица задействованы, могут какие-то обстоятельства вас разлучать, может быть разные страны, города, финансовые проблемы могут разрушать ваши отношения. Я посмотрю, что с этим делать. Может быть, третьи лица задействованы. Это не соперница, скорее всего, а недоброжелатель. Вот злой человек, психически нездоровый, который хочет делать погоду в ваших отношениях. Вообще его это не касается, а он хочет влазить
в отношения, которые не его, и там погоду строить. Вам с таким недоброжелателем нужно отдалиться. Карта Гроб говорит, что тот, кто, может быть, посылал негатив, сделал какие-то магические действия нехорошие, он получит обратку. Карта Гроб говорит, что все, что он делал плохое вам, вернется к нему обраткой, да. Вот эту гору, которую он вам создал, он ее получит назад. Это если недоброжелатель. Подумайте сейчас о доброжелателе и скажите: все, что не мое, чужое, вернись к тому, кто послал. Что-то скажите такое, какую-то аффирмацию такую, да, и она вас защитит. Человек плохое желал, может, соперница, может быть, да, но, скорее всего, вот эта соперница, она просто со злости вредила, потому что лиса — это не совсем карта сексуальная, это, скорее всего, вот хитрая какая-то особа. Посмотрю еще. Да, туману много напустила, туман был между вами. Какая-то хитрая особа напустила туману в ваши отношения, да. Хотела вам навредить, хотела испортить вам жизнь, но ничего у нее не получится. Вот это все объяснение карты Коса. Этому человеку будет обратка, так что не волнуйтесь. Ваши отношения, они, наоборот, станут еще более крепкими. Если человек негативит, он то, что послал, получает себе, да. Вот, потому что карта Гроб говорит, что ей еще будет, вернется все, она будет как черт на сковородке вот здесь, да. Все эти ужасы, которые она вам посылала, она все их получит сама себе. Какая-то женщина. Бывает, что это его мать по незнанию, но, скорее всего, это просто какая-то вот нехорошая особа. А он вас любит, он желает быть с вами. Давайте посмотрим, еще одну карту возьмем здесь. Ой, мужчина вышел, смотрите. Вот. Мужчина, и он мужчина, который вас очень любит. Хочет с вами ближе быть, хочет вас поближе узнать, хочет быть вам преданный, хочет доставить вам какое-то удовольствие, хочет вам служить верой и правдой, хочет быть человеком, который для вас, ну, звезды буквально с неба снимет, потому что мужчина и собака — это преданный человек, вам преданный человек. Давайте этого недоброжелателя уберем. Зачем он нам здесь нужен? Мы его убираем. Все о нем узнали. А теперь еще вот здесь карты есть, и я спрошу, что будет дальше между вами. По судьбе мужчина, серьезный мужчина. Что будет дальше между вами? Разговоры будут о судьбе, потому что карта Крест — это судьбоносная карта, и я хочу сказать, что карта Крест — это тоже предков, карта предков. Когда он на вас смотрит, вот в нем его гены мужские, они привели его к вам, потому что он знает, что именно такая женщина, как вы, ему по роду обеспечена. Вот смотрите, у вас с ним будет дом общий. Это карта дом. У вас будет общий дом, вы будете счастливы, и по судьбе у кого-то, может быть, кармические какие-то разговоры идут. Может быть, может вас познакомят родственники, потому что Птицы и Крест, может, вас родственники познакомят с таким вот классным мужчиной. Видите, какой мужчина ключевой в вашей жизни, познакомят вас, может быть, родственники ваши, потому что Крест — это родственники. Или же вот хранители рода. Крест — это часто хранители рода, приведут вас к нему. Мужчина очень классный. Давайте я возьму еще карты. Да, кстати, дом. Вот дом, карта говорит, что у вас будет общий дом, и он вам по судьбе, это человек. Если вы ссорились, это какие-то кармические рассорки были, но, понимаете, вы точно друг другу по судьбе, потому что дом будет общий, вы будете счастливы в доме. Такая карта дом. Смотрите, какая карта дом. Это вам на удачу, оберег. А сейчас я посмотрю еще. Если кто-то ссорился, вот такие были тяжелые разговоры с мужчиной у вас, если были, я возьму карту, которая покажет, почему были тяжелые разговоры. Понимаете, вот эгоизм, да, какой-то, ну, притирались характерами, можно сказать, потому что карта Солнца, Крест и
птицы – это когда вы притираетесь характерами, когда он и вы учитесь жить с друг другом, и вначале тяжело, и кажется, что отношения кармические. Когда вначале тяжело, кажется, отношения кармические. Но на самом деле это просто притирка характеров. Не бывает людей двух одинаковых с точки зрения энергетики. Все люди с точки зрения энергетики разные. И вы учились жить с друг другом, но вам казалось, что это рассорки. Я хочу сказать, что там была карта лиса. У некоторых девочек проиграется, что действительно была рассорка, кто-то третье лицо было задействовано. Но у многих проиграется, что просто была притирка характера. Давайте возьмем дополнительную карту. Вот эту давайте возьмем, вытащим из самого дна. О, это карта сердца. Очень хорошая. Карта сердца говорит о его большой любви к вам. Я сейчас освобожу место, чтобы добавить карту сердца. Это его очень большая любовь к вам, страсть, преданность. Смотрите, сердце в доме. Это счастье в доме с ним. Что мне вот это растение, оно мешает. Сейчас мы его с вами удалим. Вот так. Сделаем так красиво. Смотрите. Сердце и дом. В вашем доме будет счастье. Вы созвучные люди. Вы друг другу очень созвучны. Поэтому у вас в доме будет только счастье, взаимопонимание и любовь. Вы созвучные люди. Он умеет быть хозяином в доме, хозяин в доме, да, он умеет свой дом охранять, вот он даже умеет вас от негатива защищать. Мужчины вообще на негатив меньше реагируют, потому что их труднее запугать. Обычно колдуны запугивают. Но здесь я скажу, что в доме будет любовь с этим человеком и взаимопонимание, никто не сможет вас поссорить. У кого-то, если, девочки, были какие-то кармические ссоры, вот здесь, да, я смотрю, карта сердца говорит, что будет мир, взаимопонимание и страстные отношения с мужчиной. Очень хороший расклад. Как вы видите, при вас все брала. Показывает человека вашего, которого вы загадали. О чем он думал последнее, что он думал о вас сегодня, да, вот название этого расклада. Думал, что любит вас, думал, что выбрал вас и хочет вам что-то угодить. По карте собака хочет угодить, доставить вам какое-то удовольствие, как-то вам хочет угодить. Может, в дом что-то хочет хорошее принести, купить. Или же создать для вас условия, подходящие для жизни. Создать условия, подходящие для успешной жизни. То есть, может, хочет даже дом купить или построить своими руками. Взять в ипотеку дом, будет стараться, работать много для вас. И главное, что все с любовью делает, потому что любит, поэтому будет вам пытаться угодить, потому что очень вас любит. И Солнце, конечно, это карта успешной, счастливой жизни вместе. Если были какие-то кармические рассорки, они пройдут у вас, судя по этому раскладу. А раскладам нужно, девочки, доверять, конечно, да. Вот такой раскладик для вас. Очень классный, очень живой. Я, кстати, вот первооткрыватель была на Земле, расклады стала делать года 2 назад, первый расклад сделала, или 3 даже. И продолжаю делать. Энергетика Земли – это энергетика изобилия, так что вот, пожалуйста. И тоже энергетика цветов – это высшие вибрации для любви. Поэтому карта сердца вышла и дом. По этой причине, что энергетика цветов, таких полевых цветов, да. Так для вас в этом раскладике. И мои расклады можно смотреть часто, потому что они показывают вам ваше счастливое будущее, которое возможно. Вот точно возможно быть вот так счастливым с мужчиной. Если у вас отношений нет, этот расклад может вызвать мужчину, который будет вас очень любить, и у вас с ним будет счастливый дом. Замечательный счастливый дом будет у вас с таким человеком, да. Тоже вот что мне нравится здесь, что не только сексуальное влечение с ним, но тоже и умение понимать друг друга, как быть друзьями друг другу, да. Разговоры интересные, общение интересное. То есть нужны люди друг другу не только для близости, но тоже вообще для жизни. Вы друг другу очень подходите. Так что не волнуйтесь, если там и были у вас ссоры, это все уйдет, проходит все.
Мужчина ваш страстно любит, и все будет у вас хорошо. Если, девочки, кто не имеет отношений, здесь просто вызов любимого. Вы будете очень счастливы. Кому нужны уроки, девочки, обращайтесь. Вы знаете, как на мой сайт зайти. Под каждым видео есть переход на мой сайт. Обращайтесь ко мне на уроки. И раскладывать карты можно для себя в кайф, для того, чтобы самореализацией заниматься, узнавать побольше себя, свой путь жизненный. А также можно, конечно, раскладывать карты для профессиональной деятельности. Всему вас научу. На моем сайте можно посмотреть, какие у меня есть уроки. Всех обнимаю. Виртуальные обнимашки. Увидимся с вами скоро. Можно смотреть мои предыдущие видео. В них тоже много помощи и будущее. Всем желаю добра и до встречи.